Добавляем шоколадного настроения. Посмотрите, из крана идет черная вода. Глядя на это, коммунальщики только с грустью вздыхают. В какой-то момент я стал замечать, что найти растворимый какао в упаковке не желтого цвета и без мультяшного персонажа стало довольно сложно. Nesquik ввел какой-то негласный стандарт для большинства современных какао-напитков по всему миру, в основном весьма сомнительных брендов. Ради интереса, пару лет назад я начал фоткать подобное и вести учет, даже запряг знакомых помогать мне с этим странным хобби. И, в общем, на данный момент в моем архиве уже более 60 клонов Nesquik, некоторые из которых выглядят так забавно криво или встрато, что я просто не могу ими с вами не поделиться. Издалека порой реально можно принять желтую упаковку какао за Nesquik, но при ближайшем рассмотрении все сразу станет очевидно. Однако чья-нибудь бабуля с плохим зрением вполне по ошибке может притащить домой какао, спокойной ночи, малыши из пятерочки и словить непонимание внуков. Ну, зато оно стоит дешевле, на 10 рублей. Стиль логотипчика слизан один в один. С бодуна эти банки вполне реально перепутать, и роковая ошибка дойдет до вас уже только дома, когда вы ощутите на зубах скрежет этой песчаной субстанции, не способной до конца раствориться в молоке, или с чем вы там Nesquik мешаете обычно. В качестве производителя выступает главный поставщик ваших ночных кошмаров — Крюгер! И называется это просто какао. Ну, вы вообще не старались. Могли бы впендюрить на обложку каркушу и назвать его Каркао, а? Бесплатный совет, между прочим. Ну да, пошел я нахер. Жаль, рекламы не завезли, где герои с покушек лупят это какао, а потом кипяток льется через рукава прямо на лица бедных кукловодов. Вердикт: 10 импортозамещений из 10. Знакомые с детства безжизненные куклы со стеклянным взглядом в комплекте с ночными кошмарами в каждой пачке. Сейчас в пятерочке чаще можно наткнуться на другой вид какао от того же Крюгера. Логотип стал более самобытным, а место старых пылесборников занял моднявый тигренок на скейте. Этот же персонаж, кстати, замечен на коробках с готовыми завтраками и внезапно на куриных котлетах в форме смайликов. Помогите. 7 из 10 за сохранение всех потребностей млекопитающего хищника. Шоколадные реки! Ну тут просто посмотрите на эти счастливые лица. Любовь в воздухе. Медведь и пёсель в традиционных баварских нарядах. Я думал, в Баварии только пиву так можно радоваться. Еще и пингвина в гости позвали. 9 из 10 как минимум. Бруми! Симпатичный медвежонок, современный, даже брумифон в кармане. Но что это у него на шее? Медаль за первое место? Кто дал ему право провозглашать себя первым среди персонажей какао? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Вердикт: 1 ЧСВшный медведь из 10. Так, ладно, чтобы вы не подумали, будто ролик проспонсирован Nesquik'ом, рассказываю вам о шикарной мобильной игре по мультсериалу «Американский папаша». Одна из причин, почему American Dad до сих пор актуален, это мемы. Ну а вторая причина — данная игра, сюжет и диалоги для которой прописывают сценаристы мульта. Грядет апокалипсис, Землю атаковали пришельцы, похитившие родных Стэна, и отпор им может дать только другой инопланетянин — Роджер, которого нам предстоит клонировать, чтобы создать настоящую армию и командовать ей в формате РПГ. Прокачиваем Роджеров и снабжаем их самым разнообразным оружием, от бейсбольных бит до плазменных револьверов. Все это параллельно с выстраиванием огромного секретного подземного бункера в подвале дома, что находится в вашем полном распоряжении. Печатайте деньги, приручайте унитаз, проходите сюжетку или рубитесь онлайн с другими семьями Смитов. Качайте игру по ссылке в описании прямо сейчас. С 14 по 31 декабря в ней пройдет новогоднее событие с кучей эксклюзивных плюх и битвой с боссом Сантой. Это идеальный момент, чтобы влиться в процесс. Хочешь помочь? Стой тут и закрывай меня от стрел, пока не сдохнешь. Цикаренок. Вкусняшка для элиты, которая считает обычный какао слишком вредным и мейнстримным. Зато если в него цикория бахнуть, то это сразу здоровый продукт. 5 из 10. Жду Кока-Колу со вкусом цикория. Тикабу. На Пикабу это не оценили. Минус 12 из 10. Чокао! Ну тут прям говорящее название. Чокаво, Nesquik, видал? У нас тоже кролик на упаковке. Удавись, сука! 10 из 10 за дерзость. Сладкий остров. Лично я ничего смешного или веселого здесь не вижу, потому что в Африке большая часть воды действительно такого цвета. Производители думают, что это забавно? Еще и счастливая белая семья свысока смотрит на все это. 0 из 10. Шоко-Нес. Вряд ли речь идет про шоколадную Nintendo, тут скорее ребята не дотянули. Нужно было идти до конца и назвать продукт Квикнес. Это бы перевернуло весь рынок какао. Укуси меня, пчела! Да это же Шоко-Мишка с белорусским молочком! В составе действительно есть молоко, правда сухое.
Видимо, белорусское молочко — это просто второе название для сухого молока? Тогда 5 из 10. Если ваша корова дает порошок, то это повод для беспокойства, а не для гордости. Белый мишка. Волшебный вкус детства с витамином С. Если рассуждать логически, под этим вкусом имеется в виду аскорбиновая кислота. Не знаю, как вам, но мне в детстве эти желтые дрожжешки ну прям вообще не нравились. Так что 2 из 10. Мистер Какао. Или мистер Сасао. А вот попробуй угадать. Эта упаковка играет не только с шрифтами, но и со словами. 6 комик-сансов из 10. Каотоник, что родом из Греции. Картинка довольно неоднозначная. Тут либо какой-то бегун-марафонец в джинсах на полной скорости, наливающий себе стаканчик балдежа, либо уличный беспризорник, который клянчит у прохожих мелочь в стакан. Но добрые люди наливают ему туда каотоник. Типа какао с тоником. Не знаю почему, но мне реально нравится это слово. Каотоник. Я прогуглил бренд, и оказалось, что каотоник — это и есть этот парнишка. И раньше каотоник был куда круче. После каждой дозы шоколадного молока его уносило в космос, где он раздавал люлей негодяям и взрывал метеориты. Каотоник. Ну а теперь каотоник скатился и выпрашивает мелочь. 6 из 10. Микс-фикс као. Бешеный жираф уже даже не удивляет, когда видишь, кто тут производитель. Похоже, Крюгер решил всех жителей Зверополиса перебрать. 4 из 10. Какао-напиток окей. Когда на упаковке даже жираф воротит нос от вашего чудесного напитка, стоит задуматься. Чоквик. Рекламные персонажи женского пола на упаковках какао оказались огромной редкостью, поэтому тут автоматически 10 из 10 за гендерное разнообразие и пушистую розовую кишку. Шосанаквик. И правда, шо за наквик? 4 из 10. Шо-вит. Витаминизированный какао, типа. Ну, в целом нормально. Меня только смущает этот тигр с тростью, который он прощупывает жижу. 6 из 10. Чико-какао. Или же Чико-сасао? Ладно, я выдохся. Ты победил, Чико-сасао. Если бы это стоил 69 рублей, все бы прокатило. Банания! Французский бренд бананового какао. На первый взгляд ничего необычного. Типичный закос под Несквик, но по факту все ровно наоборот. Я офигел, но оказалось, что какао-банания появилась раньше Несквика, еще в начале 20 века. А еще Банания в принципе первым использовала желтую упаковку с синим логотипом и персонажем. Blackface с пачки убрали совсем недавно, наконец перекрасив красные губы в более естественный цвет. В общем, интересный поворот выходит. Дизайн Несквика, который все копируют, скопирован со старой российской упаковки Банании. Еще и слово на букву «Н». Как-то прям глубоко мы копнули. Ну, в Банании желтый цвет хотя бы оправдан банановым вкусом, а Несквики-то чё к нему привязались? Жизнь — это ложь, а маркетинг — зло. Наверное, пора закругляться с импортозамещением на этот раз, пока я не вошел в депрессивную фазу.